Друзья, всем привет! На улице осень, а это говорит о том, что световой день идет на уменьшение, и скоро на улице будет чаще темно, чем светло. Поэтому сегодня поговорим про фары. Поехали! Итак, фары Geely Atlas Pro. В моем случае комплектация Flagship Plus с панорамой, и фары у меня стоят светодиодные LED. При этом есть еще в комплектациях комфорт фары галогенные, но о них я вам ничего не скажу. Да и чего говорить, давайте я вам лучше покажу. Недавно выдалась длинная поездочка по темноте, надо было покататься немного по городу, немного по трассе. И вот как раз таки накатила идея показать вам, как в данном автомобиле светят фары. А если в целом, сразу по общему впечатлению, то фары в нем светят просто вот на отлично. Поверьте, есть чем сравнивать. Ездил на большом количестве различных автомобилей, как легковых, так и кроссоверов, так и джипов. В Atlas Pro со светом все просто супер. И в сумерках, и на освещенной дороге, и ближний, и дальний. Все отрабатывает на ура, пускай даже фары. Сам по себе блок, он не огромный. Фары, смотришь визуально, они небольшие. Но светят они, допустим, в раз в 2, а то и 3 лучше, чем в моей предыдущей Санта-Фехе. А там фары, поверьте, ого, какого размера. Даже отполированные и с хорошими лампочками. Здесь все это дело гораздо лучше. Ну вот, к примеру, ближний свет на трассе. Перед собой мы видим, на метров 100, наверное, точно. Причем вы же понимаете, что снимается все это дело на видеорегистратор, который стоит у меня под зеркалом в своем штатном месте. Вот здесь про него ссылочка, я ранее про него рассказывал. Вживую оно смотрится, конечно же, немного по-другому. Вот это вот яркого пятна, которое вы видите прямо перед машиной, вживую его вроде как и не видно. Свет распределяется более-менее равномерно. А при переходе на дальний свет в полной темноте на трассе без освещения, видно реально на километр, а может и дальше. Честно, освещение очень хорошее. И это конкретно, опять же повторюсь, про светодиодные фары. Про галогенки в самой простой комплектации мне сказать нечего, потому что просто не видел. Вот как, например, описывает свои фары производитель на официальном сайте. Динамичные светодиодные фары Diamond LED. Яркие и четкие светодиодные фары обеспечивают комфортное и безопасное вождение в темное время суток. Более 50 тысяч часов службы и полностью автоматические фары. О чем же здесь говорится про полностью автоматические фары? То, что в машине, конечно же, есть датчик света. А вообще здесь идет несколько режимов включения. То есть это либо полностью все выключено, либо ходовые огни, либо ближний свет, либо дальний свет, либо авто. При этом я всегда пользуюсь конкретным режимом авто, то есть вы завели автомобиль, у вас работают ходовые огни. На улице начинает темнеть, датчик света это, конечно же, видит, он включает ближний свет. Дальний свет вы можете включить, опять же, просто ручкой. И у машины есть функция автоматического включения и выключения дальнего света. Когда идет навстречу, допустим, машина, либо вы догоняете автомобиль сзади, камера на машине, датчик все это дело видит и выключает дальний свет. Очень полезная функция для людей, которые забывают это делать. Даже вот, пожалуйста, покатавшись полночи по трассе, не знаю, наверное, раз 5 таким тоже навстречу начинал светить дальним. Так напрягает, когда люди не вырубают дальний свет. Тем более, когда он не отрегулирован и светит прям в небо вам в лицо. В общем, приятного в этом мало. А для забывчивых, пожалуйста, такая функция здесь присутствует. Сами фары я, кстати, после покупки автомобиля, прям в салоне, уже забирал с этим из салона машину, закатывал, конечно же, в пленку. Хочется, чтобы они все-таки прослужили подольше. Как-никак не на день машину покупал. И вот, пожалуйста, еще пример ночного вождения по городу. Особенно это будет ощутимо чуть-чуть попозже осенью, ближе к октябрю, к ноябрю, когда начнут идти дожди, будет холодно и страшно, мокро, и будут сумерки, ничего не будет видно. Моя самая нелюбимая пора года. И даже в таком режиме на этой машине было ездить и будет ездить вполне комфортно, потому что, повторюсь, фары отрабатывают здесь хорошо. Как и на ближний свет, так и на дальний свет. Нехватки света здесь нету абсолютно. Единственное, что жалко, нужно понимать ценовую категорию автомобиля. Здесь идет не как
правильно называется, неактивный, неадаптивный свет. То есть, когда вы поворачиваете, допустим, руль влево или вправо, линзы в фарах поворачиваются влево и вправо, и машина начинает светить в сторону поворота. Здесь, к сожалению, такого нет, увы. Ну и небольшим бонусом, как выглядит салон Geely Atlas Pro в максимальной комплектации Flagship Plus с панорамой в полной темноте. Видим легкую атмосферную подсветку на дверях, на передних и на задних, на приборной панели со стороны бардачка. Салон, кстати, как новогодняя елка, все полностью не светится, легкое освещение по кнопкам. Ну и вот, опять же, на стояночке ближний свет. В целом, тут больше рассказать нечего. Свет в данной машине хорош. Поэтому, кому было полезно, ставим лайки, подписываемся на канал, заглядываем в описание, а мы продолжаем. Всем пока!